Всем привет! Сегодня просто знаменательный день. Первый раз буду работать с нашумевшей, наверное, одной из самых популярных кож на планете, самой востребованной, желанной. В общем, это кожа Pueblo. Вот, предоставили ее новые партнеры канала, магазин Бахтарма, ссылку я дам в описании под видео. В общем, такой небольшой кусочек. Изготовим сегодня кошелек, просто чтобы попробовать испытать ее в работе, посмотреть, что с нее получится и как она будет в действии. Это высший сорт кожи. То есть у нее минимум различных пороков. Если, допустим, покупаете шкуру, то там будет всего лишь около 5%, возможно, около 5% каких-то дефектов. Кожа, в принципе, особенная во всем, начиная от названия. Этот данный артикул называется Pueblo Cochinella. Вот она какая-то такая красновато-бордовая. Вот. И заканчивая лицевым покрытием, то есть эта кожа, она с таким неповторимым лицом. В этом ее, мне кажется, основная особенность. Как-то очень непросто добиться данного эффекта производителям, поэтому ценник, конечно, у этой кожи достаточно высокий. Вот как видите, есть такие небольшие, как царапинки, вот, разного там радиуса. Вот. То есть это не рисунок на коже, а они реально как царапинки. Этот образец в толщине 1,3-1,5 мм. Смотрите, какая бахтарма. Бахтарма здесь не заглажена. Есть небольшой такой ворс, более-менее равномерный. Вот. И прокрас получается, он не совсем сквозной. То есть лицевая она более насыщенная, а изнанка такая еле-еле там тонирована. Pueblo очень быстро стареет, и получается на ней такой натуральный эффект патины. Многие это ценят в данной коже. Вот. По характеристикам она довольно-таки эластичная, но при этом с хорошей плотностью, то есть она держит форму. В общем, для кошельков очень хороший выбор, на мой взгляд. Ну и теперь приступим к изготовлению, посмотрим, что с этого получится, как она ведет себя в работе, и в конце видео дам уже какие-то свои комментарии.
was standing outside waiting for you. You were always taking time, baby, playing it through. I was calling out your name with my eyes on the wall. You were running like a ghost from me. You were running from it all. You got me waiting, I'm on fire. You got me waiting, my desire. Keep on moving to the purpose now, to the ending of the ocean. Keep on moving to the purpose now, to the ending of the ocean. You've been playing my mind lately, turn it around. Once I thought you were mine, baby, we're safe and sound. You got me waiting, I'm on fire. You got me waiting, my desire. I follow your heartbeat. Keep on moving to the purpose now, to the ending of the ocean. Keep on moving to the purpose now, to the ending. I follow your heartbeat away, away, away. I follow your heartbeat keep on moving to the purpose now, to the ending of the ocean. Итак, кожу максимально потестил, насколько это было возможно в моих условиях. Сделал оттиск, беговку, обрабатывал торцы, бахтарму, прошивал, резал. В общем, делал все, чтобы максимально создать объективное мнение о данной коже. Если сказать свое впечатление в двух словах, то кожа превосходнейшая просто в работе. Это один из немногих артикулов, с которыми достаточно легко работать, и при этом получается эффектный результат. Она очень хорошо теснится, при этом как бы клише практически не нагревал. Вот хороший такой четкий получается оттиск. То же самое с беговкой. Кризер можно, наверное, даже и не нагревать. Хорошие четкие линии, красивые, при том, что после прохода вот край ее немножко как бы затемняется, то есть получается такой красивый, интересный результат. С обработкой бахтармы и торцов то же самое, в принципе, никаких сложностей не возникло. Все заглаживал клеем КМЦ.
Вот, и на бахтарму нанес, немножко разгладил. При том, что разгладилось очень быстро до такой вот прям плоской ровной поверхности. Потом закрыл ее апритурой, зафиксировал этот эффект. С торцами, в принципе, то же самое. После склейки были небольшие такие как бы перепады между слоями кожи. Я их немножко подровнял наждачной бумагой, потом клеем КМЦ и сликером заполировал. Вот. После этого дал высохнуть. Более мелкой наждачкой еще раз чуть-чуть вот снял. Какие-то там, возможно, неровности были. Потом снова клей КМЦ, сликер. Дал высохнуть и в итоге покрыл все вот таким вот еще финишем для торцов. Все, вот такой вот получается результат. Сама по себе кожа очень приятная на ощупь, и как бы работать с ней очень приятно. То есть я сейчас понимаю, почему она набирает такую популярность, потому что если продукт был плохой, его бы никто не покупал за такие большие деньги. Я не финишировал, чтобы сохранить именно вот это такое лицо какое-то своеобразное. Вот. Отлично просто к ней подошла по ощущениям льняная нить от Мэйси. Это я использовал вот такая вот ниточка. 0,35 мм толщина. Она хотя и не в цвет, но как-то, не знаю, из-за вот этих, наверное, осветлений, неравномерного окрашивания, нормально она сюда вписалась. Шаг пробойника 3,85 и нить 0,35 мм, то есть можно посмотреть, какой шовчик получается. И, конечно же, главный вопрос у меня был, насколько она пачкается в работе. То есть я максимально, конечно, старался аккуратно с ней работать. На нее там попадал клей КМЦ, вода, допустим, просто высыхала и никаких пятен, ничего не оставляла. Так как это образец от партнера, мне его как бы не жалко, поэтому после того, как изготовил кошелек, я одну сторону хорошенько промочил водой и затер тряпкой. Ну, как бы ускорил этапы как бы старения. И что с этого получилось? Кожа, она просто приобрела такой более однородный как бы цвет, оттенок. Если взять изначальную вот поверхность, то есть она какая-то здесь осветление, здесь затемнение, там небольшие царапинки, то есть присутствует какой-то характерный рисунок именно данной кожи, то в итоге, когда мы это все затираем, а я хорошенько надавливал, поэтому некоторые вот эти вот детальки, они просто проявились, вот здесь оттеснились на коже, то получаем такой более-менее равномерный какой-то однородный окрас, оттенок. В принципе, все не настолько критично, как я себе представлял. Вот. Хотя уже как бы сказать, что этот кошелек из кожи Pueblo там со временем уже будет достаточно сложно, потому что именно вот такое вот лицо и отличает эту кожу от всех остальных. Напоследок скажу, что кожа, она оправданно заслуживает того внимания со стороны мастеров, которые вот у нее есть, о ней говорят, ее хотят купить, многие просто как бы мечтают о том, чтобы пошить что-то с Pueblo. Вот. Она этого заслуживает, она на самом деле очень хорошего, высокого качества, как я уже сказал. Это отличный как бы вариант для пошива кошельков. Один из немногих как бы артикулов, и вообще, наверное, у нас в Украине сложно найти кожу, которая бы настолько подходила, допустим, для вот такого вот ручного пошива кошельков. Именно чтобы она была уже окрашена, чтобы ничего с ней не нужно было делать, там никаких манипуляций. То есть это один из немногих артикулов, который можно достать именно в Украине. Потому что у нас есть растишки чистые, которые нужно окрашивать, нужно там обрабатывать, очень много нужно сделать операций для того, чтобы изготовить кошелек. То есть с этой кожей все намного проще, она уже, ну, по сути, готовая кожа, просто взяли, сшили,
там затерли торцы и все. Как бы в этом она упрощает как бы задачи. Плюс вот такой вот интересный, изначальный интересный цвет, интересное лицо с каким-то эффектом. Надеюсь, я хотя бы частично смог ответить на вопросы касательно кожи Pueblo. И если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.